Всем привет, вы на канале Пользы.нет, с вами Саня, и сегодня я хочу вам представить еще один топ смартфонов, теперь в ценовой категории до 20 тысяч рублей, до 15, до 35, до 25 у меня уже были. Дело в том, что ограничения вызваны инфляцией, недостатком электронных компонентов и ухудшением экономической ситуации в целом уменьшило цену, которую потенциальные покупатели могут выделить на покупку смартфона. А в этом ценовом диапазоне куча максимально внешне по характеристикам похожих друг на друга смартфонов, как однояйцевые близнецы, и разобраться в этом многообразии могут не все. Поэтому я представляю вам топ-10 смартфонов до 20 тысяч рублей, которые вы легко сможете купить на Али, а некоторые из топа даже дешевле. И все модели вы сможете купить во время распродаж, ближайшая из которых будет как раз сегодня на Алишке, а супер большая 11.11, так называемый День холостяка. Обязательно посмотрите мои именные промокоды и купоны в телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии, там их всегда много. Напоминаю, что на канале конкурс 5 Mi Band 6 серии разыгрываются за подписку, лайк и комментарий к любому из видео. Все условия розыгрыша в описании. Розыгрыши проходят 30 числа на стримах. Победители отписываются в группе ВКонтакте. Подписывайтесь с колоколом. А теперь я расскажу вам об этих 10 телефонах. И напоминаю, на все это желательно ловить скидки. Чтобы понять, откуда я взял эти цены, достаточно зайти в мою телегу скидок и увидеть, по каким ценникам эти телефоны продавались. Ничего фантасмагоричного в этом перечне нет. Понятно, что в российском ритейле это будет все на процентов 30-50 дороже, но я его не беру. Я покупаю все на Али. И еще раз напоминаю, что все эти телефоны были мной протестированы, на них выгружены обзоры, и под каждым из этих обзоров в описании будет ссылка на покупку данных смартов, и под каждым из этих обзоров обязательно прочитайте комментарии. Там уже море купивших, кому-то нравятся они, кто-то с чем-то не согласен, и вот это, наверное, самая максимально достоверная информация, что есть хорошо. И если вы увидели здесь свой смарт в этом топе, поделитесь своим мнением о нем, и согласны ли вы со мной. При том, что не забывайте, в принципе, наличие смартфона в этом топе определяет мое отношение к нему, что он хороший. Я его выбрал из сотни телефонов, которые я последнее время тестировал. На 10-м месте моего топа находится Realme Narza 34G, именно не 5G. Вы спросите, почему? Ведь он был топ-1 в категории до 15 тысяч рублей. Да, и именно поэтому я настоятельно рекомендую его, если вы не можете и не хотите себе потратить на смартфон большую сумму. При том, что можно купить его с большей памятью. К плюсам данного аппарата отнесу хороший экран с приличной яркостью, компактный аккуратный блок камер, хорошую автономность, приятный дизайн, полноценный лоток под 2 сим-карты и карту памяти, комплектную быструю зарядку на 30 Вт, опять же комплектную защитную пленку на экране и комплектный чехол. Компании-производители флагманов вот так вам следовало бы поступать, а не экономить на покупателях под видом мнимой защиты экологии. Теперь кратко по спекам и характеристикам. В комплект я уже практически перечислил. Еще есть, разумеется, краткое руководство и кабель Type-C. Габариты смарта небольшие, вес до 200 граммов, а конкретно 192 грамма. Кнопка блокировки с встроенным сканером отпечатка пальца над корпусом не выступает вообще практически. Срабатывает отлично, качели регулировки громкости с небольшим люфтом. Разъем под мини-джек на борту, микрофон на 2 динамика, разговорный основной. С тыльной части вытянутый блок из 3 камер, с лицевой части 90% пространства занимает дисплей на 6,5 дюйма IPS с соотношением 1080 на 2400 точек. Full HD+. Шима, естественно, нет, спасибо IPS-матрице. Плотность пикселей 405 dpi, частота обновления экрана 90 Гц, работает все плавно и без нареканий. Автояркость работает отлично, адаптируется быстро и плавно. Мультитач на борту 10 касаний распознает. Есть распознавание владельца по лицу, работает без нареканий. Процессор установлен игровой MediaTek Helio G95, графический процессор Mali G76. Производительность хорошая, в играх ведет себя достойно. Интерфейс ура, Realme UI. На основе Android 11, оперативки 6 ГБ LPDDR4X, основной памяти 128 ГБ UFS 2.1. Двухдиапазонный Wi-Fi на борту, Bluetooth не самый свежий, версии 5.0, но и не убогий. NFC есть, Google Pay работает. Вибротопорная восторга не вызывает. Датчики приближения, в отличие от некоторых Xiaomi-тов, работают отлично. В тестах не перегревался, значит проблем в повседневной жизни большинство испытывать не будут. GPS, как и всегда у Realme, работает великолепно, точность до 1 метра. Аккумулятор на 5000 мАч заряжается от родного блока питания за 50 минут. На целый день вам его точно хватит. Обращаю внимание владельцев смартфонов Realme, берегите комплектный зарядный кабель Type-C, как зеницу ока. Быстрая зарядка со сторонними кабелями практически не работает, а подобрать кабель на Али сложно под тип зарядки Dart Charge. Кабеля подходят от смартфонов Oppo, но нужно смотреть на силу тока. И дешевые кабеля все работают через раз, именно по быстрой зарядке. Плюс не факт, что вам оригинал пришлют. По камерам ситуация следующая. Основной блок из 3 камер, дизайн аккуратный, выпирает не сильно. Основная камера на 48 мегапикселей, черно-белый модуль на 2 мегапикселя и макромодуль на 2 мегапикселя. Да, я тоже согласен, что черно-белый модуль это зачем? Видео пишет в 4К 30 FPS неплохо. Фронтальная камера на 16 мегапикселей, максимальное разрешение видеосъемки
1080p 30 fps, все в пределах достойного. Примеры работы камеры ночью, днем. Я в ход пишу каждый раз, когда я делаю обзор на телефон, и именно с этого телефона. Так что смотрите обязательно в обзорах. Из 20 минут где-то 12 в разных условиях обстановки, притом неблагоприятных. Запись с одной руки, запись рядом с дорогой с шумами. Смотрим, оцениваем записи именно в обзорах. Здесь я их вставлять не буду, и так хронометраж будет ого-го и йо-хо-хо. Минусы: звук моно, беспроводной зарядки, разумеется, нет, хотя за эти деньги ее тут и не должно быть. Bluetooth старый, кнопки громкости чуть люфтят, фронтальная камера чуть мылит лицо при съемке. По большому счету это все. Резюмирую, своих денег однозначно стоит, тем более, что это очень приличные характеристики в данном ценовом сегменте. Досмотрите ролик до конца и все сами поймете. А к чему это все? К тому, еще раз, это очень дешевый может быть телефон. Его реально купить за 12 900 в рублях, и это меньше, чем $170. Согласитесь, прямо вкусно звучит. Плюс пользователей уже тулиард, можно посмотреть, что кто о нем думает и какие у кого были проблемы. На 9 место моего топа я поставлю Huawei P40 Lite. Довольно странное устройство, но все же. Плюсом данного смарта хочу отнести камеру, которая снимает днем на уровне флагманов. Все относительно, но де-факто я считаю, что Huawei все, в принципе, телефоны снимают очень даже добротно. Поддержку быстрой зарядки на 40 Вт, рабочий NFC, хоть и с оговорками, мини-джек для подключения любимых проводных наушников. Привет владельцам айфонов и других true флагманов. Два вида разблокировки смарта по лицу и с помощью отпечатка пальца. Довольно компактный экран, 6,4 дюйма, игровой режим, который, опять же, не всем может подойти. И наряду с этим одна причина не брать этот смарт, конечно же, для определенной категории пользователей. Сейчас все расскажу чуть подробнее и скажу, почему не стоит, наверное, его покупать многим. Комплект хороший, смарт, зарядка на 40 Вт, защитная пленка на экране, кабель для зарядки Type-C и гарнитура. Гарнитура мега дешевая, но она есть. Чехла, к сожалению, нет в комплекте, но в минусы я это записывать не буду. Начинка у смарта, скажем так, терпимая. Proц High Silicon Kirin 810 образца 2019 года. Графический процессор Mali G52, объем встроенной памяти 128 ГБ типа UFS 2.1. Оперативка LPDDR4X в количестве 6 ГБ, лоток гибридный, 2 симки, либо сим-карта и карта памяти до 256 ГБ объемом. Вес 183 грамма, размеры довольно компактные, проц в Antutu набирает 306 тысяч баллов, перегрев я не замечал. Аккумулятор на 4200 мАч, быструю зарядку, как вы поняли, поддерживает. Полностью заряжается за 1 час 15 минут, на 1,5 дня в среднем заряда хватает. По экрану мультитач на 10 пальцев на борту, технология экрана LTPS, разрешение 2310 на 1080p, плотность пикселей 398 dpi, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth версии 5.0, GPS с поддержкой, а GPS Galileo от GLONASS. Android староват, правда, 10 версии. Возможно, сейчас уже обновили на 11, но аппарата, к сожалению, уже на руках у меня нет. Я прям верю, что обновили. В игровом центре можно установить фиксированную яркость экрана, отключить уведомления на время игры и так далее. Но вначале попробуйте найти игру, которая без проблем установится и запустится через все эти костыли. В общем, геймерам смарт я однозначно не советую. У меня на руках Huawei P50 Pro, обзор на который вы можете также увидеть на канале. И там ничего не улучшилось. Я Genshin так и не смог запустить. Я понимаю, что если бы я чуть-чуть помучился, я бы это смог сделать, но опять же там нужны костыли. Почему данный смарт появился в этом топе в принципе? Это камера. Она для данного ценового сегмента просто супер, но только для съемки фото, не видео. Автофокус у камеры есть. Основной модуль на 48 мегапикселей, ультраширик на 8 мегапикселей и две затычки по 2 мегапикселя под макросъемку и создание эффекта боке. Фото получаются просто отменные, а вот видео подвело. Максимум видео снимает 1080p 30 fps, и это печаль. Фронталка на 16 мегапикселей снимает неплохо. Минусы: карта памяти собственного формата Nano SD, хотя может это и плюс, можно ее вставлять в конце концов, но она дороже аналогов microSD в 3 раза примерно. Нет поддержки Bluetooth кодеков высокой четкости, только AAC и SBC. Динамик моно, вибро слабая, датчика уведомлений нет. Always on Display нет. Самый главный минус для почти всех людей — это отсутствие Google сервисов и Google Pay соответственно. Оплата с помощью NFC работает, но только через фирменное приложение кошелек, либо платежные приложения от банков, например, тот же Сберпэй. Вроде бы они еще завезли оплату через Мир, но опять же не у всех это дело работает. В магазине приложений App Gallery есть довольно много приложений, но до Google Play Store ему эгегей как далеко, и вряд ли они его достигнут. Есть инструмент для установки ряда приложений Petal Stitch от Huawei, но уведомления от таким образом установленных приложений не всегда доходят до владельца смартфона. Бывают задержки, либо вовсе приложения отсутствуют. Для поддержки игр есть еще ряд костылей в виде приложения Aptoid и других, но не все игры работают после установки, а иные не устанавливаются вовсе. Резюмирую, для использования в качестве смарта для звонков, общения, фотосъемки самое оно, прямо вау, плюс можно в любом магазине купить. Но если вы хотите просто купить смартфон и пользоваться им из коробки, а тем более если вы игроман, посмотрите на других участников этого топа, этот однозначно вам не подойдет. Но фото, как говорят, мое почтение,
решение, правильно? Ну, не знаю, мое уважение. На 8-м месте моего топа Realme 7 5G. К плюсам данного смарта отнесу рабочий NFC, отличный экран с частотой обновления 120 Гц и IPS-матрицей, поддержку карт памяти в гибридном лотке, емкий аккумулятор на 5000 мАч, молниеносный сенсор в кнопке питания, хорошую комплектацию и приличную камеру. Запись звонков вшита и работает без проблем. По тестам Antutu ближайших конкурентов уделывает, и главное, цена на него не космос. Комплект стандартен для Realme, силиконовый чехол, защитная пленка на экране, блок зарядки на 33 Вт, скрепка для смены сим-карт и документация. Проц MediaTek Dimensity 800U, графический процессор Mali G57MC3, экран на 6,5 дюймов, 2400 на 1080 точек, Full HD плюс IPS. Соотношение сторон экрана 20 к 9, плотность пикселей 405 ppi 120 Гц. Защитная Corning Gorilla Glass 3, не суперновая защита, но терпимо. Олеофобка нормальная, оперативка 6 ГБ LPDDR4X, встроенная память на 128 ГБ UFS 2.1. Довольно шустрая, есть поддержка карт памяти microSD до 512 ГБ. Оболочка Realme UI 2.0 на базе Android 11. Есть поддержка 5G, не совсем нужная у нас пока, а если прямым текстом, вообще не нужная. Но единственное, почему аппарат на 5G лучше, вы помните, что с этим делом еще идет обвес у процессора, у всего остального оно все новее, поэтому лучше на них смотреть. Что касается камеры, основная широкоформатный модуль на 48 мегапикселей от Samsung с фазовым автофокусом, что круто. Ультраширик на 8 мегапикселей Hynix. Макромодуль затычка на 2 мегапикселя, фронталка основной сенсор на 16 мегапикселей. Видео основной модуль снимает максимум в 4К 30 FPS. 1080p снимает максимум в 60 FPS, есть съемка слоумо 720p 240 FPS. Камера даже в стоке зашла, лично мне. Опять же напоминаю, что все тесты я провожу со стоковой камерой, никаких там Google камеру или еще что-то я не вставляю. Единственный вариант это у меня был, когда я тестировал Filmic Pro на iPhone 13 Pro для того, чтобы показать, как в супер-мега-кодеке киношном будет выглядеть 40 минут подсъема. Можете посмотреть на канале Live. Там 39 минут прогулки по Петербургу. Конечно, картинка шикарная. 162 гигабайта YouTube сжал где-то до 9, но все равно получилось даже очень ничего. Камера даже в стоке у Realme мне зашла. Wi-Fi двухдиапазонный, Bluetooth версии 5.1, GPS от GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. USB Type-C всего лишь 2.0. Ну а что делать? Посмотрим на iPhone 13 Pro, там то же самое с Lightning. Но не буду относить это к недостаткам, за такой прайс это довольно нормально. Кроме того, у большинства более дорогих смартфонов точно такая же версия USB. Apple, спасибо, это я про вас. Разблокировка по лицу работает хорошо, на борту мини-джек для проводных наушников, есть поддержка реверсивной зарядки, аккумулятор с 0 до 100% заряжается полностью за 65 минут, в танки и PUBG играть приятно, аккумулятор в танках разряжается по 19% в час, что неплохо. Genshin Impact на средних слегка лагает, но играть можно. Размеры не лопаты, вес 195 граммов, психологическую отметку в 200 граммов не пересек. В руке держать удобно. Фича адаптивный спящий режим в настройках экрана, аналог от Samsung, когда телефон следит за глазами пользователя, очень удобная штука. Из минусов отмечу отсутствие индикатора событий, что при IPS-матрице и Always On дисплее явный фейл. Комплектный чехол пойдет только на первое время, лично как по мне. ИК-порта нет, к сожалению. Если выставить принудительно 120 Гц в настройках, появляются незначительные фризы. Лучше всего ставить автовыбор на герцовку. Звук из динамика моно, поддержки aptX HD нет, беспроводной зарядки, разумеется, нет, защиты от влаги, разумеется, нет. Резюмируя, процессор в синтетике выбивает приличные результаты. Сам девайс вкупе с оболочкой после обновлений мне понравился. Сейчас в эту цену выбор довольно скуден, но в категории до $200, за который я его купил, он прямо фаворит фаворитом. Чуть дороже Нарза, но бодрее. На 7-м месте моего топа Xiaomi Redmi Note 10S. К плюсам отнесу наличие стереозвука, минимальный вес аппарата в 180 граммов, топовый внешний вид, наличие штатного DC-диминга и отличная картинка на стоковую камеру, наличие мини-джека, ИК-порта, хорошую фронтальную камеру. В принципе, все. Полноценный лоток в наличии, работает NFC-модуль, но при покупке на Али надо убедиться в наличии модуля NFC в конкретном лоте, потому что продаются версии без NFC. Они чуть-чуть дешевле, где-то на 1000 рублей. Комплект, как у всех нормальных производителей, хорош. Сам смарт, кабель для зарядки USB Type-C, чехол средней паршивости, скрепка для извлечения сим-карт, документация, быстрая зарядка на 33 Вт, защитная пленка с хорошей олеофобкой, слот для сим-карт прорезиненный, это хорошо. Экран слегка краснит, но не очень, но большинство это даже не заметит. Калибровка это, разумеется, не убирается, защита Gorilla Glass 3 версии, старенькая, но приличная. Экран AMOLED, максимальная яркость 550 кандел на метр квадратный, на грани. Разрешение 2400 на 1080p. Оперативка типа LPDDR4X 6 ГБ, чипсет МТК с 12-нанометровым техпроцессом. Тротлинг есть, печалит, но не глючит, не перегревается. В танках на максималках легкие фризы начинаются с 10-й минуты игры, это нехорошо. Genshin Impact даже на минималках есть подтормаживание, но играть можно. Встроенная память формата UFS 2.2 и вроде бы официально процессором не поддерживается, но она есть. Модуль GPS имеет точность в 1 метр,
аккумулятор, Bluetooth и двухдиапазонный Wi-Fi на борту, аккумулятор на 5000 мАч заряжается родной зарядкой полностью за 1 час 15 минут, на день вам его точно будет хватать. По камерам. Основной модуль на 64 мегапикселя, работа камеры довольно посредственная, если сравнить с Realme особенно. Пример съемки можно посмотреть в моем обзоре на данный смартфон. Ночная съемка печальная, звук из динамиков хорош, стерео ощущается. Вибромотор хорош, есть 3 уровня громкости, разблокировка по отпечатку в кнопке питания, так и по лицу работает отменно. Минусы: экран всего лишь 60 Гц, подбородок у экрана большой, датчик приближения работает с глюками, но тут он ультразвуковой. Always on Display обрезанный, только на 10 секунд, камера требует доработки, хотя установки Gcam. 4К 30 FPS беда с автофокусом, индикатора уведомлений нет, цена за версию 8128 в районе 17 тысяч с хвостиком. Обязательно примените промики из моего телеграм-канала по ссылке в прикрепленном комментарии. Напоминаю, что как раз сегодня сейл. Резюмирую, советую. DCD-Минк и ценник, конечно же, решает. Плюс аппаратов Xiaomi, их можно посмотреть везде, пощупать в руках, решить, нравятся они тебе или нет, а потом купить дешевле на Али во время сейла. На 6-м месте я поставил Poco X3 Pro. Плюсом отнесу безумные 567 тысяч попугаев Antutu, поддержку съемки в 4К 30 FPS, отличный комплект, экран с частотой обновления в 120 Гц, графический процессор Adreno 640, которого вам точно хватит надолго. Комплект стандартен, документация, быстрая зарядка на 33 Вт, кабель, чехол, смарт с наклеенной защитной пленкой и скрепка. Сканер отпечатка пальцев в кнопке питания работает хорошо. Аккумулятор на 5160 мАч день интенсивного использования переживет. Мини-джек на борту, индикатор оповещений есть. Ура! И К-порт тоже есть. Wi-Fi 5 версии, что немного обидно. Хотелось бы 6-й. Bluetooth версии 5.0, тоже не супер свежак. Процессор Snapdragon 860, хорош во всем, кроме тротлинга. Танки PUBG работают без проблем. В Genshin все стандартно подлагивает на средних настройках. Интересно, сделают ли китайцы когда-нибудь смарт, на котором эта игра не будет лагать? Защита от влаги есть, но скромная, IP53. Защитное стекло Corning Gorilla Glass 6 версии. Оперативка UFS 3.1. В продаже есть 2 версии смартфона, 6128 и 8256. Экран IPS, яркость, к сожалению, не очень, всего 458 нит в режиме автомата. По камерам основной модуль Sony IMX582 на 48 мегапикселей. Сверхширик на 8 мегапикселей и 2 затычки по 2 мегапикселя, а именно датчик глубины и макромодуль. Основной модуль снимает в 4К 30 FPS, и тем, кому качества съемки недостаточно, можно установить себе Gcam и радоваться возросшему качеству фото. Остальным будет достаточно и штатных фоток. Минусы: тротлинг, заниженная яркость экрана, море брака, по слухам в этих смартфонах нет термопасты на процессорах, задняя крышка вибрирует при громком звуке, лоток под сим-карты гибридные, либо 2 сим-карты, либо симка и карта памяти. Беспроводной зарядки нет, приличный вес 215 граммов, 120 Гц можно увидеть не везде, и 90 Гц у OnePlus по сравнению с ними небо и земля. Оболочка работает не совсем плавно, рекламу нужно отключать отдельно. Резюмирую, достойный аппарат, тротлинг в реальной жизни никак не определить, а это один из самых доступных аппаратов с мощным процессором. И несмотря на все эти глюки и баги, данный смартфон разлетается как горячие пирожки. Магия цифр в действии. Я про 860, как вы поняли. На 5-м месте моего топа Realme 8 Pro. Один из моих любимых аппаратов. Плюсов у данной модели просто море. Полноценный Always On Display на борту. Рабочий DC-димминг эффективно устраняет шим. Приличный AMOLED-дисплей. Запись звонков вшита в прошивку. Достаточно скромные по меркам современных лопат габариты. Хорошая автономность. NFC-модуль с рабочим Google Pay на борту. Комплект стандартен для Realme смартфон. Зарядка на 65 Вт. Кабель для зарядки, силиконовый чехол, скрепка и документация. Защитная пленка уже наклеена на экран. Экран имеет разрешение Full HD+, 409 dpi, плотность пикселей, пиковая яркость, внимание, 1000 нит. Автояркость адекватная, разблокировка по лицу работает отменно. Защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 версии, и многие считают, что оно лучше 5 во многом. Почитайте про это, вам будет, поверьте мне, очень интересно. Аккумулятор на 450 мАч не самый большой, но живет под нагрузкой довольно хорошо. PCMark показал 9,5 часов, аппарат поддерживает заряд на 50 Вт, и полностью зарядился он у меня за 48 минут. Чувствуете, что они зарядку с запасом закинули? Размеры довольно компактные, толщина 8 мм, вес всего 178 граммов, оперативка LPDDR4X либо на 6, либо на 8 гигабайт. Встроенная память на 128 гигабайт типа UFS 2.1. Карты памяти до 512 гигабайт поддерживаются. Лоток полноценный, попугаев смарт выбивает не так много, как Poco X3 Pro, но он ни разу не завис при прогонах, очень стабилен. Процессор Snapdragon 720G, игрушки, танк и PUBG летают. Мини-джек на борту, Bluetooth версии 5.0, датчик приближения адекватный, не глючит. При покупке спрашивайте у продавцов наличие модуля NFC. Продают смарты и без них, обычно они чуть дешевле. По камерам ситуация следующая. Основной модуль на 108 мегапикселей, видео записывает максимум в 4К 30 FPS. Электронная стабилизация работает. Снимает основной модуль прилично. Минусы: экран имеет частоту всего 60 Гц, но иногда это лучше, чем глючный 90 или 120 Гц с рекламой, обрезанным Always On дисплеем и другими прелестями определенных аппаратов. Сканер отпечатков пальцев в экране глючит, возможно, починят в прошивках, пока, как я знаю, не особо
чтобы починили. Еще один эпичный фейл, звук здесь моно. Вибра по мне ужасный. ИК-порта нет, кому-то это очень важно, не смейтесь, и таких людей очень много. Защиты от влаги нет, подбородок некоторых бесит, как и расположение фронтальной камеры в углу. Правда, они, наверное, айфонами с челками не пользовались. Индикатора уведомлений нет, хотя есть Always on Display. Резюмирую, если вам нужны попугаи в бенчмарках, берите Poco X3 Pro. Но если вам нужна стабильность из коробки, то лучше выбрать эту модель, хотя у нее фейлов, к сожалению, таких резких, особенно с вибро и стерео, много. На четвертом месте моего топа OnePlus Nord N10 5G. Плюсом данного смарта относится разблокировка по лицу, которая работает даже в маске. Отличная для своей цены камера, поддержка быстрой зарядки, 50% аккумулятора заряжаются с нуля за 31 минуту, одна из лучших, как по мне, оболочек на андроиде, OxygenOS, которая, правда, скоро, скорее всего, заменит ColorOS, но будем надеяться, что раз это не произойдет, а два, будем помнить, что, по мнению многих, ColorOS лучше. Я на ней сидел мало, если честно, даже разницы особо дикой не вижу между ней и Oxygen, все-таки компания-то одна, концерн-то BBK. Ладно, комплект скромен, зарядное устройство на 30 Вт, кабель, скрепка и документация. Ни тебе заводской защитной пленки, ни чехла, хотя бы за $1 в комплекте, и того нет. Gorilla Glass третьего поколения, толщина почти 9 мм, в продаже всего один цвет у корпуса. Лоток для сим-карты гибридный, или 2 симки, или 1 симка плюс карта памяти. Экран размером 6,49 дюйма с частотой обновления 90 Гц. Выполнен по технологии IPS. Мини-джек на борту, прод Snapdragon 690 с поддержкой сетей 5-го поколения. Тянет танки, PUBG и Asphalt 9 свободно. 6 гигабайт оперативки и 128 гигабайт внутренней памяти с поддержкой карт памяти до 512 гигабайт снимают проблемы по хранению данных. NFC на борту, датчик отпечатков пальцев на задней крышке, слегка атовизм в этой ценовой категории, как по мне. Ну, у вас может быть другое мнение, напишите. Как вы считаете? В крышке, мне кажется, уж перебор датчик ставить. Основная камера на 64 мегапикселя, электронная стабилизация, которая иногда лучше, чем оптическая. Достаточно посмотреть сравнение OnePlus 9 Pro и OnePlus 9. Посмотрите, вам будет интересно, что такое оптический стаб и что такое цифровой. Иногда даже в одном бренде цифровой лучше. Видео пишет в 4К 30 FPS, слоумо в 240 кадров в секунду при разрешении в 720p, и это хорошо. Можно сохранять фото в несжатом RAW формате, хотя это много кто может. Фронтальная камера на 16 мегапикселей даже при контровом свете снимает неплохо. В темноте все, конечно, не очень хорошо, как и у других не топовых флагманов. Звук стерео на максималках, динамики не хрипят. Быстрая зарядка полностью заряжает смарт примерно за 1 час 20 минут. Вибра отличная, разговорный динамик громкий. Запись звонков в прошивке, это радует. Bluetooth версия 5.1 на борту, Wi-Fi двухдиапазонный, все виды навигационных систем в наличии: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou и AGPS. Минусы: индикатора уведомлений нет, комплект скромен до безобразия, беспроводной зарядки нет, подбородок приличных размеров, защиты от влаги нет. Резюмирую, если вас не бесит подбородок, и вы не будете носить аппарат в чехле, он обязательно вам понравится. Оболочка более важна, чем силиконовый чехол в комплекте. OxygenOS все еще крутая оболочка, несмотря на слияние OnePlus с BBK. А дальше, как говорится, поживем-увидим. Тройку лидеров открывает еще один представитель концерна BBK, а именно Realme Q3 Pro 5G. К плюсам данного аппарата хочу отнести нереальную автономность в 11 часов по PC-марку, AMOLED-дисплей от Samsung с частотой обновления в 120 Гц, встроенный в экран датчик отпечатков пальцев, поддержка разблокировки по лицу, нереально точный GPS-модуль, наличие двух стереодинамиков, ведь стерео это 2, как вы знаете, и полноценный Always On Display на борту. Сам смарт достаточно тонкий и легкий, комплект достойный, не зажал производителей чехол и защитную пленку. Разумеется, есть сам смартфон, блок питания на 30 Вт с американской вилкой, кабель Type-C, который, как вы понимаете, нельзя терять, если не хотите лишиться возможности быстрой зарядки смартфона. Скрепка и инструкция на китайском. По внешнему виду это близнец Realme Neo GT Flash Edition. Кстати, GT Neo второй версии скоро будет на канале, так что смотрите обзор, он тоже до 30 тысяч рублей мне вышел, и прям, мне кажется, он будет вау. Хотя процессор об этом не говорит, то есть то, что туда засунули, не факт, что меня порадует, как и вас. Realme Q3 Pro, как смартфон, так и рамка, выполнены из пластика. Подбородок есть, но не огромный. Мини-джек есть, за это плюс в карму Realme. Слот под сим-карты не прорезинен, смарт компактный, весит всего 179 граммов. Размеры его вы видите на экране. Дисплей на 6,43 дюйма, Super AMOLED от Samsung. Частота обновления экрана 120 Гц. Разрешение 2400 на 1080 точек. Full HD+, шим в норме, может DC-диминг просто скрыт из меню, я не знаю, скорее всего он вшит. Автояркость работает хорошо. Экран поддерживает DCI-P3, как и почти все. Always On Display здесь не обрезан. Мультитач на 10 касаний, сканер отпечатка пальца в экране срабатывает хорошо. Распознавание лица в очках с прозрачными стеклами работает. На радость людям, которые носят очки. Конкретно мне. Я не шучу. Фронталка традиционно врезана в левый верхний угол экрана. Проц MediaTek Dimensity 1100, графический процессор Mali G77. Оболочка Realme UI на базе Android 11 работает
работает хорошо. Кучу предустановленных китайских приложений можно без труда удалить. Вы же помните, что этот смарт для Поднебесной. Так какие вы хотите приложения тут установить? Яндекс браузер? Google Play сервис устанавливается, Google Play Market работает без проблем. Оперативки доступны 8 гигабайт, встроенные на выбор 128 либо 256 формата, внимание, UFS 3.1. На борту есть поддержка Wi-Fi 6-го поколения, это самое последнее. 5G сетей, которые хотя нам не нужны, но есть. Bluetooth версии 5.1, к сожалению, это не последний, но тоже топовый. Вибро настраиваемый неплохое. Кодеки высокой четкости поддерживаются практически все. GPS-модуль традиционно для Realme имеет точность в 1 метр, в отличие от всех остальных брендов. Датчик приближения работает без нареканий, аккумулятор на 4500 мАч. За 45 минут зарядки зарядился с нуля полностью. Это прям очень хорошо. В играх смарт яркость не сбрасывает, но греется при этом аж до 57 градусов. Если процессоры в смартфонах пойдут по пути увеличения тепловыделения, они скоро пригодятся на кухне хозяйкам для приготовления блюд. Можно будет плитки выбрасывать. Что касается камер, ситуация здесь следующая. Основной модуль на 64 мегапикселя. Далее ультраширик на 8 мегапикселей и макромодуль на 2 мегапикселя затычка. Снимать основная камера может 4К 60 FPS, фронталка на 16 мегапикселей снимает максимум в 1080p 30 FPS. Режимов съемки просто море. Минусы: поддержки карт памяти нет, и это печаль. Официально DC-диминг не завезли, печаль номер 2. Но главная печаль — это отсутствие NFC-модуля для оплаты смартом. Прям эпичный фейл. Если добавить еще чуть-чуть денег, можно рассмотреть в качестве кандидатов чуть другие смартфоны. Но в этом ценовом диапазоне при цене в районе $260 по сумме его плюсов он однозначно хорош, особенно для игр. Да, еще можно промики использовать по ссылке в прикрепленном комментарии. Еще раз напоминаю, во время распродаж их всегда много, и с ними цена будет значительно меньше. Второе место занимает Xiaomi Redmi Note 10 Pro. К плюсам данного смартфона отнесу матрицу AMOLED с поддержкой 120 Гц и расширенного цветового пространства DCI P3, почти как у всех, опять же. Стеклянная задняя крышка, премиальный внешний вид, поддержка кодеков высокой четкости, камера на 108 мегапикселей, запись видео 4К 30 FPS и великолепные габариты. Фронталка на лицевой поверхности дисплея минимальных размеров. Вот бы в остальные смартфоны делали таких же размеров вырезы под камеры. Комплект хорош. Быстрая зарядка на 33 Вт, чехол, кабель для зарядки USB Type-C с заглушкой под разъем зарядки, скрепка и макулатура, ну и, конечно же, смартфон. Он, кстати, имеет очень компактные размеры и вес всего 179 граммов. Защитная пленка на экране наклеена, что хорошо. Разговорный динамик не гигантских размеров, и окружающие с большой долей вероятности не будут слышать ваши разговоры, в отличие от Poco X3 NFC. Виброотклик приятен, его силу можно настраивать. Динамиков 2, звук стерео. Традиционно для Xiaomi на борту все необходимые интерфейсы, мини-джек, экопорт для управления бытовой техникой, сканер отпечатков пальцев, кнопки включения. Зарядки при обычном основном использовании хватает на 1,5 дня работы. Проц вывозит PUBG и танки на ура, играть приятно, но с Genshin традиционно микрофризы. Это оставим игровым смартфоном. Нагрев у смарта минимален, Snap 732G справляется, лично по моему мнению. Графический процессор Adreno 618, лоток для сим-карт полноценный, и 2 симки туда воткнуть можно, и карту памяти можно воткнуть. Аккумулятор на 5020 мАч заряжается довольно быстро. За полчаса зарядит ваш смартфон до 59%. NFC-модуль на борту, Google Pay работает. С камерами здесь все хорошо. Основной модуль на 108 мегапикселей, далее ультраширик на 8 мегапикселей, телевик на целых 5 мегапикселей и датчик глубины на 2 мегапикселя. Фронталка на 16 мегапикселей, снимает камера очень хорошо за свои деньги. Все примеры фото и видеосъемки в отдельных роликах по ссылкам в описании. Еще раз напоминаю, что здесь их не запихать. Итак, ролик длинный. Из доступных опций: сохранение в несжатом RAW формате, съемка в 4К 30 FPS, замедленная съемка в 720p, при этом 960 кадров в секунду. Очень даже это прилично. Кому хочется большего от камер, ставят Gcam. И все. Экран, как я уже говорил, это AMOLED-матрица с частотой обновления в 120 Гц. Понятно, что где-то ее и нет, и чаще ее нет. Хотя бы написано 120. Плотность пикселей 394 ppi, яркости на солнце с запасом. А по поводу 120 Гц, еще раз напоминаю, посмотрите обзоры на герцовку у iPhone 13 Pro, в котором вроде бы 120 Гц, но их там нет. Спойлер. Минусы: беспроводной зарядки нет. Это неудивительно в этом ценовом сегменте. Анимация местами подлагивает, но удивления это не вызывает. Это же Xiaomi. Защиты от влаги нет. Кнопка громкости жиденькая. Корпус смарта участвует в воспроизведении звука, что странно. Датчик приближения в стоке ужасен. Он здесь ультразвуковой и работает как хочет. Притом Xiaomi признала, что с датчиками у них проблема, и уже выпускают смартфоны с другими датчиками, не этого производителя. Но от этого в старых, которые покупаем мы, они другими не будут. Нам придется мучиться с ними. Притом вот этот конкретно датчик приближения очень многих бесит. Читайте отзывы и поймите, сможете ли вы с этим жить. Нет DC-диминга, но не особо он и нужен, так как шим находится в границах нормы. Нет полноценного Always On дисплея, нет индикатора уведомлений. И резюмирую, если вам зашел данный смарт, вы можете прийти в каждом городе, он практически в любом магазине присутствует. Единственное, там оверпрайснутая в ритейле цена, то есть
есть вы можете купить значительно дешевле на Алишке, и тем более во время сейла. Потому что то, за сколько его продают в магазинах, ну это лютый оверпрайс. Лидер сегодняшнего топа — это Realme GT Neo. И да, его реально купить до 20-ки, даже сейчас. Плюсы данного смартфона следующие. Отличная автономность, поддержка сетей 5G, поддержка Google Pay, молниеносный Wi-Fi, мини-джек, быстрая зарядка на 50 Вт, при том, что блок зарядки в комплекте положили на 65 Вт. Быстрая зарядка, которая восполнит половину емкости аккумулятора всего за 19 минут. Отсутствие сброса яркости экрана при нагрузках, отличные результаты тротлинг-тестов. Отсутствие роллинг-шаттера также отнесу к немаловажным плюсам. Комплект стандартный для Realme Smart, зарядное устройство на 65 Вт, кабель Type-C, неплохой силиконовый чехол, скрепка и документация. Защитная пленка наклеена на экран. Первое время вы с ней достаточно переживете до покупки защитного стекла. Хотя оно быстро царапается, как и у всего, в принципе, что я сейчас тестировал в последнее время. Все защитные пленки, которые идут в стоке, ужасные. Экран AMOLED на 120 Гц, шим присутствует, к сожалению. Размеры и вес небольшие, все в рамках приличия. Яркости на солнце однозначно хватает. Разрешение Full HD+, сканер отпечатков пальцев в экране работает без нареканий. Always On Display полноценный, датчик приближения оптический, не глючит, как в Xiaomi, опять же. Процессор Dimensity 1200, и да, я говорю, что они мне не очень нравятся, но конкретно этот топовый, учитывая ценник, ну вы поняли. Оперативная память LPDDR4X объемом от 6 до 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1, либо на 128, либо на 256 гигабайт. Wi-Fi 6 версии, графический процессор Mali G77, звук стерео он хорош. Bluetooth версии 5.1, аккумулятор на 4500 часов, заряжается полностью с нуля всего за 47 минут. По автономности все очень неплохо, в PC-марке Smart показал целых 16 часов, китайские приложения удаляются минут за 5, по камере ситуация следующая. Основной модуль на 64 мегапикселя и две затычки на 8,2 мегапикселя, фронталка на 16 мегапикселей, камеры лучше, чем в Poco X3, хороши они, лично по мне. Примеры работы есть в ролике по ссылке в описании. Оболочка практически идеальная, микрофризов нет, от слова совсем. GPS имеет традиционную для Realme точность в 1 метр. Виброотклик приятный. Минусы: лоток только по 2 сим-карты, карту памяти не поместить. Берите смартфон сразу с необходимым для вас объемом памяти. Быстрая зарядка срабатывает не всегда, иногда приходится перетыкать кабель по 2 раза. ИК-порта нет, глобальной версии смартфона нет, уведомления с выключенным экраном пока не увидеть. На Always On Display выводятся только звонки и SMS. В играх на данный момент доступно только 60 FPS. Датчика уведомлений нет, бенда 20 нет, не всем это важно, но знать вы об этой особенности должны. Беспроводной зарядки нет, как нет ее во всех смартфонах этого топа. Цифровой стабилизацией можно пользоваться только при 1080p 30 FPS. Пока что нет DC-димминга, что явный фейл. Резюмирую, если эти минусы для вас не критичны, аппарат идеален, по мне. По сумме спеков он топ за свои деньги, однозначно лидер данного рейтинга. Все это чисто мое, правда, субъективное мнение. Но если вам не жалко добавить еще какую-нибудь 1000 рублей, как вы увидели на обложке данного обзора, я очень советую вам посмотреть обзор на Realme GT Master Edition, который похож на чемоданчик. Все мы о нем рассказали на YouTube, и я в том числе. Мне он зашел безумно. Единственное, его дешевле 20 тысяч рублей не купить, конечно, никак. Вы можете купить его за 21, даже с таможней. Напоминаю, что все дороже $200 при доставке не из вашей страны, конкретно я говорю, допустим, про Россию. Свыше вы будете платить налог 15% от оставшейся стоимости. Лайфхак: все, что свыше 200 евро по стоимости, с этого остатка вам придется платить налог. То есть, допустим, с 4000 рублей вам нужно будет заплатить 15% таможенную пошлину. Это не так и много, но всегда ее нужно считать. А про Realme GT Master Edition я могу сказать одно. Сколько он стоит в российском ритейле, это бред. На Алишке его реально купить за 21 тысячу. Посмотрите обязательно на него обзор. Я бы его однозначно взял в категории до 20-ки, добавив хоть чуть-чуть. Он вас не разочарует. Это не попытка его каким-то образом пиарить. Это попытка вас призвать сходить в магазин и пощупать все это дело. Но он больше, правда, мужской. Резюмирую. Если вам нравятся какие-то из этих смартфонов, вы являетесь их владельцем, может быть, что-то в них конкретно поменялось, чего я не заметил, напишите в комментариях. Напишите, согласны ли вы с этим топом, то есть являются ли данные смартфоны достойны данного топа. Если нет, то по каким причинам, если вы хотите туда добавить свой, напишите, с радостью рассмотрю. Напоминаю, что есть топы до 15 тысяч, до 35 тысяч и до 25 тысяч. Еще будет до 30-ки, если вам, опять же, это будет интересно. Пишем в комментах, интересно или нет. Подписываемся с колоколом, участвуем в конкурсах. Напоминаю про 5 Mi Band 6 серии ежемесячно. Отзывы победителей ВКонтакте. Всем этим девайсам от меня чистое да, добра и удачи вам, дорогие друзья.